Приветствую вас, друзья! Это игра Soul Mask, в которую мы с Индиго уже играем больше месяца. Я решил сделать видеогайд по тому, как создать идеального воина. Ну, мы почти месяц играли и не знали очень многих моментов. И если бы я раньше об этом узнал, то начал бы создание идеального воина чуть раньше. Поэтому я думаю, что та информация, которой я сегодня поделюсь, будет полезна для новичков этой игры. Конечно, те, кто играет давно, ничего нового не узнают, а вот для новичков эта информация будет весьма и весьма полезна, потому что, повторюсь, если бы я обладал этой информацией чуть раньше, я бы начал создание идеального воина чуть раньше. Но, тем не менее, начал создавать идеального воина тогда, когда узнал более подробно некоторые нюансы данной игры. Вообще, в этой игре, в отличие от Conan Exiles и Myth of Empires, в которые мы тоже с Индиго долгое время играли, там, как вы помните, тоже можно рекрутировать воинов, ремесленников, которые трудятся на вашей базе, сражаются вместе с вами. Так вот, в отличие от этих двух игр, здесь в этой игре возможно больше, чем в тех двух предыдущих игр. И здесь возможно играть за любого NPC. Вот как вы видите, сколько у нас здесь воинов. Достаточно подойти, нажать. Ну, надо только подходить к своему воину, да. Контроль. И вы вселяетесь в его тело, играете за это тело. Я уже снимал видео относительно того, как изменить собственные таланты. Ну, сейчас просто вкратце об этом расскажу. А дальше уже перейду к созданию воина. Когда вы создаете персонажа, у вас изначально вот эти вот таланты, ну и по мере того, как вы качаетесь, они у вас рандомные, появляются случайным образом и часто являются, ну, не очень хорошими. Плюс у вас ограниченные изначальные характеристики, потому что вот здесь, по-моему, значок, ну, был у вас не золотой, когда вы начали играть. И дальше, вот эти вот навыки, да, все, которые тут есть, я тоже об этом говорил, они ограничены 60 уровнем. Боевые, сейчас вот не помню, либо 60, либо 90. Вы скажете, Рома, ну откуда у тебя вот тут 120, тут 98, 114, когда есть ограничения? Да, кстати, в мастерстве вот этих золотых тоже у вас не будет. Это, видите, золотые навыки. Откуда у тебя это есть, Роман, плюс еще классовый навык? У меня это есть, потому что я взял воина и перенес его сознание на своего основного персонажа. Что я имею в виду? Я перенес все его таланты, какие у него были, все вот эти вот навыки, характеристики, уровни максимальный тоже перенес на себя. Мастерство. Мастерство повезло отменное. Вот, например, 2 золотых навыка на копье, на клинок и на меч. Меч тут еще самолечение. Кстати, благодаря этим навыкам я сейчас, ну, как бы супер-супер играю. Вот смотрите. Видите? Вот такого, ну, у персонажа нет. Кстати, когда я вот так бью, меня контратаковать не могут, блок поставить не могут. Потом вот такой вот навык. Оп. Видите, я загораюсь, у меня на мне как бы супер броня, и тоже по мне урон не проходит. И это все стало возможным, потому что я нашел хорошего воина, ну, вернее, мне Индиго нашла этого воина, я перенес его сознание на своего основного персонажа. Создание идеального воина, поэтому в том числе и нужно создавать идеального воина с теми талантами, которые вы хотите, чтобы у него были, с теми навыками, уровнями навыков, которые у него были, и потом вы сможете перенести вот этого созданного идеального воина, ну, основные его показатели, характеристики, таланты, мастерство на своего основного персонажа. Мало того, что он сможет вместе с вами бегать, воевать, так он еще может пригодиться для того, чтобы вы перенесли все вот это, все его характеристики, таланты на своего основного персонажа. Так, давайте теперь... Да, я не сказал, как я перенес. Ну, давайте я это продемонстрирую. На самом раннем этапе игры, разумеется, это сделать не получится, потому что у вас не будет нужных приспособлений. Я об этом тоже буду говорить сегодня. Как я перенес, нужен вот такой таинственный каменный стол и к нему вот такая вот бандура, ну, как бы такая вот приспособление такое специальное. Где брать таинственный каменный стол, видеоролик у меня в плейлисте есть. Так вот, что я сделал? Я взял одного из своих воинов. Вот, Мамба Юмба, да, видите, вот, взял этого воина,
с теми талантами, которые у него были. Вот все его таланты, это все то же самое сейчас есть у меня. Золотой значок, вот эти характеристики тоже все перешли ко мне. Все вот эти вот цифры, которые вы тут видите, тоже все перешли на моего основного персонажа. Вот они, два вот этих, видите, золотых знака. Это все тоже перешло ко мне. То есть я что сделал? Я взял этого воина, через таинственный каменный стол сделал вот здесь вот запись глубокую. Здесь нужно делать не обычную запись, а глубокую запись. То есть делаете вы глубокую запись. Ну, вот тут выбираете нужного вам воина. Здесь вот ресурсы, которые для этого требуются. Делаете глубокую запись, он появляется здесь в списке, а потом вы эту глубокую запись, ну, его сознание переносите на своего основного персонажа. Заранее скажу, что это можно сделать только один раз. То есть после того, как я Мамбу Юмбу сохранил, я уже больше, ну, этого воина здесь сохранять не могу. То есть это получается отработанный материал. Ну как отработанный? Она может выступать в качестве тренера, этот воин, может ходить со мной воевать, но если погибнет, то уже все, восстановить не получится. И ее сознание тоже больше не перенести. То есть это процесс однократный. Один раз я на себя перенес и все. Вот так вот я это сделал. Для создания идеального воина вам понадобится обязательно вот это вот приспособление, таинственный каменный стол вместе с этой бандурой. Дальше вам понадобится умение создавать на лекарственной стойке зелья, которые называются зелье забвения наставлений. Вот такие вот зелья, они создаются здесь. Ну, давайте покажу, что для этого надо. Вот. Горшок психоделиков крафтится, кровавый камень, по-моему, добывается, эссенция из трав тоже крафтится. Ну, мята сажается в огороде. Вот такое вот зелье понадобится. Ну и, конечно же, самое главное, вам понадобятся вот такие вот тренировочные площадки. Оно так и называется, тренировочная площадка. Тоже она крафтится в ремесленном верстаке. Здесь есть 3 пункта: изучение таланта, улучшение таланта и улучшение боевых навыков. Сейчас я об этом расскажу, но чуть позже. Вот это вот вам понадобится для создания идеального воина. Дальше. Нужно найти болванку. То есть воина, на которого вы будете навешивать те таланты, которые вы хотите, чтобы у него были. Я продемонстрирую место, где, по моему мнению, можно нанимать, так скажем, болванки, то есть тех воинов изначально, на которых вы сможете это все навешивать. Смотрите, еще важная такая тема. Воин, болванка, может взять всего 6 талантов. Я имею в виду вот эти вот зеленые таланты. 6 талантов. Поэтому, если вы хотите навесить на него 6 талантов, то есть передать ему 6 талантов, то вам нужно рекрутировать, нанять воина, который будет меньше 10 уровня. Потому что воины берут, и ремесленники берут берут таланты на 10 первый, на 20-м второй, на 30-м третий, на 40-м четвертый, на 50-м пятый и на 60-м шестой. Так вот, если вы будете приручать, рекрутировать воина уже на 10 уровне и выше, то у него уже будет 1 талант. Поэтому вы ему сможете навесить только 5 талантов. Вот это следует иметь в виду. Я вот рекрутировал Катерину, 8 уровня. Видите, у нее не было ни одного таланта. Вот эти таланты, которые сейчас тут есть, это уже я ей повесил. Я ее этому обучил. Вот Коля копье 10 уровня, вообще ничего еще пока не изучал. У него уже изначально был вот этот талант. Теперь смотрите, есть еще племенные таланты, и я, конечно, рекомендую, я для себя и для Индиго мы решили брать воинов с племенным талантом, который называется оружейник. Потому что благодаря этому таланту у него уже повышена скорость атаки на 10% и урон любым оружием тоже на 10%. Это племенной талант. Да, он 10 уровня, меньше 10 не найти, поэтому у этих парней уже будет зеленый талант. Какой? Это как повезет. Мне, кстати, с одним, вот здесь вот у меня копье, у Романа 2, это я тоже болваночку нанял, клинки,
Обратите внимание, кстати, красный, вот этот вот значок красный, самый лучший. Тоже воины делятся на характеристики, да, ну вот, сейчас продемонстрирую. Вот. Это влияет вот на эти вот показатели. Я сравнивал. Количество очков, которые здесь есть, у всех одинаково, 128. А вот этот цвет, он влияет на тех характеристики, которые есть. Атака, защита, очки здоровья. Так вот, самый лучший это красный. У него вот эти вот характеристики самые высокие. А самый плохой это белый. У него они самые плохие. Меньше золотого не рекомендую никого брать. Золотой или красный. Красный самый лучший. Вы скажете, ну, что взял Катерину, она зеленая. Ну, вот я тогда об этом не знал, когда я ее взял. Ну, не страшно, потому что я ей закину 6 талантов, и потом эти таланты буду уже перекидывать на других воинов, которые красные будут или золотые. Так, еще, мне вот повезло, я взял болваночку 11 уровня, и был уже изучен первый зеленый талант, быстрая перевязка. Это именно то, что мне надо. Это, ну, таланты, которые я хочу, чтобы были у меня. Я потом, когда 6 талантов у них будут, я также вот, как Мамма Юмбой, через каменный стол их сознание перенесу на своего основного персонажа. Так вот, чтобы был вот этот талант, видите, на 10%. Ну и желательно, чтобы опыт закаленный в бою тоже был троечка. Потому что, когда вы берете его в качестве напарников, 3-й уровень, видите, они получают урон на 60% меньше. Если будет единичка, вот как, например, у Коли Кнута, здесь не повезло, тут только 40%. Где брать болванки? Показываю. В самом первом регионе, где вы начинаете игру, и мобы от 1 до 10 уровня. Вот здесь. Да, можно брать от 1, вот здесь вот уже от 11, но у них уже будет один зеленый талант. Здесь можно взять до 10 и все 6 талантов навесить. И, значит, где эти оружейники, 3 места я здесь нашел. Вот это вот место, вот это место и вот это место. Для того, чтобы смотреть их таланты, понадобится прокачанная маска Золотая Легенда. Вот она. Тоже, где ее взять, я видеоролик снимал. Ну, кратко сейчас скажу. Вы в Steam получаете бесплатно дополнение на эту маску Золотая Легенда. Активируете в Steam, и после этого у вас вот эти 2 отметки появляются. И вот здесь вот под водой на дне сундуки достаете эту маску, мастерите ее, делаете, дальше прокачиваете, улучшаете. Эта маска Золотая Легенда, она позволяет вам сканировать мобов и видеть их таланты. Ну вот давайте я сейчас сюда портанулся и продемонстрирую. Вот смотрите. Так, смотрим. Вот благодаря прокачанной маске Золотая Легенда, видите, я могу видеть все. Уровень, все его навыки, таланты, которые он будет получать во время прокачки, да. Но так как он 9 уровня, у него еще нет ни одного зеленого таланта, ну, в качестве болванки может подойти. Да, также нужно смотреть еще на отрицательные таланты. Хотя, в принципе, в процессе прокачки они будут пропадать. Но повезет, если таланты эти отрицательные будут плохенькие. Справа эффективность, вот эти вот навыки боевые, да, их тоже лимит можно повышать, я тоже покажу это как делать. Но желательно, чтобы они уже, ну, как бы были повышены. Так, вот мастер-воин 4 уровня. Но я здесь всегда искал, вот, называется он мастер оружия. Вот это вот он с навыком оружейник. Видите, у него навык оружейник. 3 уровень, плюс еще повезло опыт закаленных в бою, тоже 3 уровень. И смотрим на его показатели, он золотой, как вы видите здесь. И у него уже первый талант преобразование, проворство, защита. Талант фиговый, мне он не нужен, поэтому, ну, его я брать не буду. Но, по крайней мере, здесь вот они есть. Такие вот, видите, племенной навык оружейник. То есть вы находите нужного вам воина. Ну, болваночка это, так скажем. Остальных вы вырезаете.
Если у вас нет маски Золотая Легенда, в принципе не страшно, вы можете и без маски вот так вот его как бы раз, ну, запугали, и он сейчас отлежится, он быстро здесь происходит этот процесс. И когда вы его возьмете, признание 500 должно быть, вы посмотрите все, что через золотую маску вы смотрели. Вот, тут можно все это посмотреть. Ну и вот вы смотрите, что у него есть. Вот первый зеленый талант, желательно, чтобы был тот, который вам нужен. Мне нужны были бинтики, быстрая перевязка, ну это для себя. Поэтому как только я его нашел, я его сразу взял. Вот, и вот видите, у него здесь вот этот оружейник, чтобы сразу повышенный урон и скорость атаки была. Все, находите нужную вам болванку и берете себе. Если не нужен, распустить. Еще он уходит. И я вам еще покажу еще два места, где такие же оружейники сидят. Настала ночь. Я вот здесь специально поставил портал, который назвал Найм Воинов. То есть я сюда портовался и портуюсь до сих пор. И вот эти три места посещаю, проверяю, какие тут воины. После того, как вы убили, через некоторое время, достаточно быстро, ну минут 10-15, появится новый. С другими уже талантами. Так, здесь ходит точно такой же, вон, видите, мастер оружия. Этих мелких вы вырезаете. А мастера оружия, вот этого, смотрите, чтобы только вы его не убили. Вы его смотрите. Еще раз показываю эти места. Вот это первое место древние руины, второе место древние руины и третье место вот здесь древние руины. Здесь вот эти вот оружейники находятся. Смотрим его, видите, он сразу уже раз. Смотрим, что у него есть. Да, по мере того, как вы смотрите, вам открываются всякие прически, значки, всякая ерундень. Вот у него тоже, видите, этот навык оружейник. Золотой. И смотрим первый талант. Фигня. Ну, вижу, что фигня. Мне он не нужен, поэтому распустить. Все, и летим дальше. И вот таким вот образом вы ищете болванку. Воина, из которого вы будете потом клепать идеального воина. Повторюсь, в идеале найти такого мастера оружия, да, вот с этим племенным талантом, чтобы у него первый зеленый талант был тот, который вы хотите, чтобы был у вас. Ну или у вашего воина, который будет с вами ходить драться. В принципе, я еще подбираю вот эти таланты именно для того, чтобы потом своему персонажу это все перенести. То есть я сейчас сформирую воина с хорошими талантами, и потом его таланты, его характеристики перенесу на себя. Вот так. Ну, как бы двух зайцев я убиваю. Я и себе делаю воина, ну, чтобы со мной ходил, воевал. И сразу же делаю воинов, чтобы их сознание себе перенести. Так, вон он стоит, мастер оружия. Этих мы убираем. А забираем вот этого. Смотрите, только чтобы его не убить. И вот здесь, кстати, ходят воины меньше 10 уровня. Если вы их будете сканировать, то тоже можно найти, ну, так скажем, подходящую болваночку, да, у которого нет ни одного зеленого таланта. Это значит, вы все 6 талантов на него сможете навесить. Ну, тоже ищите, наверное, золотой, красный, не меньше. Вот второго уровня стоит. Фиолетовый. Ну, это все плохенькие. Но это как бы второй вариант. А первый идеальный, это все-таки найти вот этого вот с племенным талантом. И чтобы у него был уже первый талант. О, слушайте, снимаю видео, и мне сильно повезло. И мне сильно повезло, потому что я нашел воина красный, у которого талант, который я хотел, чтобы у меня был. Вернее, не у меня был, а чтобы он был у моего воина. Слияние ума и сердца. Вот, ребятки, видите, как мне повезло. Поэтому я его обязательно, конечно же, беру. Там у меня Ромен 1, Ромен 2, это будет Ромен 3.
Вот прям видите, на ваших глазах мне повезло. Причем повезло двукратно, потому что он не золотой, а красный, это раз. И во-вторых, у него первый зеленый талант, который я хотел, чтобы у меня был. По поводу этих отдельных талантов я чуть позже скажу. То есть эти таланты вы будете подбирать под себя сами. Ну, я для себя уже определил, там у меня с десяток талантов, я их уже на бумажку выписал, значки, все это сделал, табличку. То есть у меня там с десяток талантов, которые я хотел, чтобы, ну, у моих воинов были. И вот этот талант слияния ума и сердца, один из тех, который бы я хотел, чтобы он был. Ну, отрицательные таланты, как я сказал, они должны уходить. Но мне не повезло здесь. Здесь вот эти вот таланты плохенькие. Но, повторюсь, когда я буду его прокачивать, посмотрим. Я надеюсь, что вот эти таланты будут уходить отрицательные. Посмотрим. Так, Roman 3. Мы его делаем в наставники. И подтвердить. Все. Я нашел болванку. Так, что у него? Ему нужно перевязаться. Перевязался. Ну все, полетели за мной. Так. Приводим его в лагерь. Так, значит, первую цель мы достигли, нашли болванку. Я вам рассказал в этой части, где и как искать болванку. Нашли. Теперь переходим ко второй части. Вот, кстати, пока я летаю, смотрите, тут, наверное, уже воины снова появились. Нет, еще не появились. Но они быстро появляются, буквально, ну, минут 15. Вот сейчас вот должны уже появиться. Так, идем домой. Теперь возникает вопрос, а где брать воинов с нужными талантами, ну и как передавать таланты. Все, этого я привел. Здесь я его отпускаю. Так, тут у меня, кстати, уже закончилась тренировочка. Хорошо. Теперь переходим ко второй части. Которая будет посвящена талантам. Сейчас тоже об этом буду рассказывать. Вот так вот стану красиво. Я в описании к этому видеоролику прикреплю ссылку на страницу в интернете, где перечислены абсолютно все таланты из игры Soul Mask. Абсолютно все, и отрицательные, и положительные, и племенные, ну все, какие есть таланты. Их там, ребята, больше сотни. Что касается вот этих зеленых талантов, их тоже очень много. Вот этих вот зеленых талантов, их там, ну я не считал, но где-то под сотню. Вы заходите на этот сайт с описанием, разумеется, ну на английском, можно перевести на русский, и находите те таланты, которые бы вы хотели, чтобы были у вас, чтобы потом с этих талантов уже формировать себе нужного воина. Ну, я сейчас просто кратко расскажу о тех талантах, которые бы я хотел, чтобы были у меня. Так. Изгой, почему-то имя-то я же тебе дал. Roman 3. Вот. Просто кратко скажу о тех талантах, которые выбрал я для себя. Ну, которые я считаю хорошими. Вот прямо сейчас повезло, и первый талант слияния ума и сердца. Это 20% шанс, что во время атаки сработают все таланты, которые у вас есть. Хорошая штуковина. Потом для себя, когда я буду драться, я для себя, вот где тут Роман, да, вот такой вот талант обязательно, чтобы на себя перенести. Время перевязки сокращено вдвое, на 50%. Я считаю для себя это важным талантом, потому что когда дерешься с сильными противниками, с боссами,
с различными, и босс на вас заагрен, и вы не можете сбросить агро, он вас коцает, наносит огроменный урон, и вы перебинтовываетесь, и вам буквально не хватает там, ну, доль секунды, чтобы перебинтоваться. То есть вы отбежали, начинаете бинтоваться, а это процесс, ну, такой долгий. Сколько он бинтуется? Ну, давайте я попробую. Ну, секунды 3, по-моему, он бинтуется. Вот, смотрите, раз, два, три. Ну, где-то 3 секунды. Да, вот он 3 секунды наматывает этот бинтик. И бывает, этих 3 секунд не хватает, босс наносит последний удар, и вы падаете. Поэтому я для себя решил, что вот этот талант у меня должен быть, чтобы он бинтовался как можно быстрее. Буквально, ну, я бы хотел, чтобы он за секунду это сделал. То есть я нажал кнопку, он шук, намотал бинт, и все. И я дальше бегу. Потому что во время бега нельзя мотать бинты. То есть вам нужно остановиться. Хотелось бы вот бежать, да. Видите, я начал мотать бинт, и он остановился. И он 3 секунды стоит. И этих 3 секунд бывает достаточно, чтобы босс там вас грохнул, и вы легли. Поэтому вот для себя я решил вот этот талант иметь обязательно, чтобы как можно быстрее бинтоваться. Второй талант, который я для себя решил иметь, это стойкое исцеление. Очень хорошая вещь. Давайте, ну, не знаю, как вам показать. Так, кому-то я себе уже изучил. А, вот Роман 1 уже у него изучил, да, сейчас мы его покажем. Когда здоровье больше 70%, там малейший урон по вам проходит, у вас срабатывает этот талант и начинается восстанавливаться здоровье. Вот, я себе Роману 1 уже это хочу сделать. Смотрите, как это срабатывает. Я сделаю контроль. Вот. Вон, смотрите, видите, пошло исцеление. Бум-бум-бум. Видите, я ничего не делаю, а исцеление идет. Видите? Вот это полезная вещь. Смотрите. Небольшой урон, и пойдет исцеление. Вот, я упал, и смотрите, 41, 41, 41. И пошло исцеление, видите? Бам. И вот так вот оно капает. Вот так вот оно капает. Все, оружие поломано, надо. Оружие тебе поменять. Вот такой вот талант тоже я для себя решил, чтобы он у меня был. Так, дальше. Еще 2, даже 3 таланта, которые восполняют здоровье. Первые 2 таланта, один талант от урона. Сейчас я вам его найду, покажу. Так. Вот он. Жажда крови. Если я атакую, есть 25% шанс превратить 30% урона в восстановление собственных очков здоровья. То есть, когда по вам бьют, здоровье восстанавливается. Это вот один талант на восстановление здоровья. И второй талант на восстановление здоровья. Кровавое восстановление. Тоже при получении урона есть шанс, что, ну, пойдет восстановление здоровья в количестве 30% от собственной атаки в секунду. Ну, вот вы можете тут все это прочитать. И третий талант, тоже который восстанавливает здоровье, называется поглощение крови. Когда вы наносите урон, есть 15% шанс нанести дополнительный урон, равный, ну, то есть примерно по 100 очков здоровья за атаку. Если кровотечение, то по 150. То есть вы бьете, ударили, 150 здоровья вам прилетело, ударили, 150 вам прилетело. Вот эти вот таланты, у них есть шанс срабатывания, поэтому желательно их ставить в купе с тем талантом, который вот слияние ума и сердца. То есть там они сами по себе будут срабатывать. И плюс еще вот с этим талантом 20% шанс. Если этот талантик сработает, то все те таланты, вот все те, да, они тоже автоматически сработают. И пойдет восстановление здоровья. Вот этот талант тоже я для себя решил иметь. Ну, много разных талантов, да. Я вам просто показываю те, которые я хотел бы для себя иметь. Дальше. Вот Индиго сделала себе волкодава, смотрите, у нее таланты на урон. Мощная атака. Атака повышена на 9%. Потом яростная атака. Здесь скорость атаки повышена на 9%. И есть еще один талант, повышающий
силу атаки. Там такая рука нарисована. Ну, не знаю, найду, не найду. Вот, мощная атака, но, по-моему, я про нее сказал. Ну, еще есть талант, там такая рука нарисована, не помню, как она называется. Здесь у кого-то где-то было. Вот. Вот, мастер ближнего боя. 9% к урону врагам в радиусе 5 метров. Вот это полезная штука. Вот такой, кстати, талантик тоже весьма полезный. И... Так, нет, не то. Еще один талант, который я хотел иметь. Вот такой вот. Это талант на танка. Если вы делаете танка. Усиливает собственные слабые места при попадании, снижая получаемый урон на 60%. Вот этот талант я, наверное, всем своим навешу, чтобы у меня этот талант был. Чтобы у меня был урон снижен на 60%. Плюс также по поводу снижения урона есть еще один талант, тоже щит нарисован, ну там он такой наполовинку перечеркнутый, сейчас не знаю, найду, не найду. Вот он, усиление защиты. Защита увеличена на 9%, если он 3-го уровня. Вот. Так, что еще сказать по поводу тех талантов, которые я для себя выбрал? Все вроде показал. Ну, у меня они записаны на листочке, я просто так вот то, что тут попадается, я вам их показываю. А так они у меня все записаны. Их я говорю где-то с десяток. Вот такой вот тоже талант тоже у меня будет. Получаемый урон минус 9%. Я их два сделаю. Один вот этот, урон минус 9%, и второй щиток, который я вам показал. У Китары он, да? Где Китара? Вот такой вот. Вот. Снижай получаемый урон. Вот такой. Этот и тот. В общем, это вот по талантам. Теперь где брать? Желательно найти воинов с нужными вам талантами, близкие к 50 уровню. Почему близкими к 50 уровню? Потому что на тренировочной площадке наставником можно ставить воина только лишь 50 уровня. Поэтому находите с нужным вам талантом воина близкого к 50 уровню. Мы искали, в основном в двух местах. Это вот здесь, Варварская крепость. Тут они ходят, где-то от 45 до 50. Вот. Я вот турку, например, взял, 50 уже был, мне его даже качать не пришлось. И еще одно место вот здесь, Варварская крепость, здесь тоже близкий к 50. Если вы нашли там, скажем, 40-го, 48-й, там 49-й, приводите его домой и прокачиваете. Прокачивать просто ставите его, там, не знаю, например, шкуру делать, ткань делать, слитки плавить, удобрения крафтить, лекарства делать, известь там, например, делать, еду готовить. Вот такие вот вещи, там, крафтить что-нибудь. Переработка ресурсов. И он достаточно быстро поднимает уровень до 50. Все, после того, как он 50, вы можете его ставить в качестве наставника. Вот на эту тренировочную площадку. Сейчас я тоже об этом покажу, как это делать. Так, возвращаемся обратно в Романа. Вот смотрите. Начнем с изучения таланта. Выбираем болваночку. Катерина. Так, у тебя уже 1, 2, 3, 4, 5. У тебя уже 5 талантов. Я тебе уже не смогу ничего больше. 6-й талант можно тебе навесить. Так, давайте тогда не то. Так, Роман 1. 1, 2, 3.
4-й талант. Сейчас будем тебе делать. Так, а Роман 2 сколько? Раз, два, 3 таланта. Ну давайте вот Роману 2 сделаем 4-й талант. Выбираем наставника с тем талантом, который вы хотели, чтобы у вас был. Я вот только что говорил про щиток. Вот, дело. Вот такой вот. Усиление слабого места. При попадании снижая получаемый урон на 60%. Вот такой вот талант. Не знаю, нужен он мне или нет, но он хороший. При попадании снижается получаемый урон. И еще один талант есть. Так, ну давайте сейчас, что мне нужно, чтобы... Мне здесь нужно от турки талант. Да, давайте. Вот это я сделаю. Мне вот этот талант нужен, стойкое исцеление. Выбираем здесь, выбираем здесь. Можно изучить сразу несколько талантов. Вот здесь выбираете список. Но я рекомендую изучать по одному таланту, потому что, вот видите, здесь есть 2 таланта, которые мне не нужны. Кстати, вот этот талант тоже хороший. Он вместе вот с этим вкупе работает супер. То есть лечение, а здесь лечение еще усилено на 50%. Талантов хороших много, но проблема в том, что можно иметь только 6. Вот. Так вот, я хочу обучить таланту стойкое исцеление. И здесь рекомендую ставить единичку, чтобы, если он выучит не тот талант, который вы хотите, с помощью зелья, с помощью пилюли, даете воину эту пилюлю, и он этот талант забывает. И вы снова сюда и приходите, по второму кругу ставите. Дальше заберите припасы для обучения. Здесь, кстати, подсказки есть. Используя оружие, и чем оно лучшего качества, тем меньше времени будет идти процесс обучения. Я ставлю железо, потому что железа у нас много. Если железо жалко, ставьте бронзу. Если бронзу жалко, ставьте звериные кости. Оружие, броню, качество у нас все красное только, поэтому я оставляю золото и красное. Это я убираю. Здесь снижение скорости, уменьшение прочности ставлю вот это. У нас их много. И лекарства для обучения ставлю эссенции трав, чтобы вот эти не тратить. Это все, ребятки, влияет на скорость. Сколько времени будет идти обучение. Все, я поставил и запускаю процесс. Бам. И пошел процесс. Сейчас посмотрим, сколько по времени он будет идти. Они сразу, кстати, автоматически одевают броню и оружие того качества, которое вы установили. То есть я установил железо, они одели железо. Расчетное время всего 26 минут. Если там галочку, кстати, можно все время изменить. Если вот здесь галочку, например, убрать, давайте попробуем. Оп. Оп. Должно увеличиться время. Нет, не увеличилось. Ну, на что-то оно влияет. По-моему, оно было на время влияло, не знаю. Здесь написано, что повышает эффективность обучения. Ну-ка, давайте попробуем сделать. Ну нет, я железо всегда ставлю. В общем, с этим я особо так не экспериментировал. Я единственное экспериментировал с качеством. Я ставил сталь. Со сталью у меня еще быстрее время шло. Если не ставить, чтобы они были голые, ну я не знаю, на что это повлияет. 25 минут. Так, один талант. Все, ждем. Если выучит не тот, который надо, даю пилюльку, он талант забывает, и я снова по второму кругу это делаю. После того, как закончится процесс, он изучит этот талант, и талант будет 1-го уровня. После этого талант нужно поднять до 3-го. Вот буквально сейчас Катерина у меня учила талант слияния ума и сердца. Да, вот он. И видите, она его выучила.
и он стал первого уровня. Теперь его нужно поднять до третьего. Так, сколько у нее? Раз, два, три, четыре, пять. Еще шестой смогу навесить. Ну давайте, вот, слияние ума и сердца. Здесь вторая строчка, улучшение таланта. Выбираем. Так, Катерина. Наставник должен быть 50 уровня, и у него талант должен быть выше уровня. Так, ее учил этот, вот этот, который Индиго вчера нашел. Вот он. Талант, он сразу показывает, что будет улучшаться. Эти уже не улучшаются, потому что у него их нет, а этот вот третьего уровня у него есть. Ну и здесь я тоже ставлю всегда железо. Так, слияние ума и сердца. Вот этот навык, она до третьего сейчас поднимет. Все, нажимаем начать обучение. Заранее скажу, что процесс создания идеального воина может растянуться на несколько недель. Вот относительно моего воина Катерина, где она? Сейчас она сюда придет. Вот она идет. Я ее уже обучаю, завтра будет 7 дней. 6 дней прошло. Так, сколько по времени? 27 минут. То есть я ее 6 дней назад взял, и 6 дней я ее уже обучаю. И вот она за эти 6 дней у меня выучила. Почему, вы скажете, так долго? Потому что талант нужный учится не с первого раза. У воина 50 уровня 5 талантов, а вам нужен всего лишь 1. Поэтому, например, вот некоторые таланты она брала там, ну не знаю, с 5-й, с 6-й попытки. А это все время, вот 45 минут учится талант в среднем. Поставили, 45 минут он учил, выучил не то, что надо. Вы пилюльку дали, он забыл этот талант. Снова поставили. Второй раз, он снова не то. Третий, снова может не то. Четвертый. Вот у меня некоторый талант, Катерина, по-моему, вот этот, она выучила, или вот этот, не помню. Только где-то с 5-го или 6-го раза. То есть у меня 2 дня ушло на это. Поэтому вот за 6 дней результат вот такой вот. Раз, два, три, 4, 5 талантов. Вот за 6 дней она выучила 5 талантов. Ну, я сегодня еще поиграю, еще 6-й талант. Хотя, наверное, 6-й талант не буду учить, потому что я потом вот эти таланты, то есть буду брать воина. Вот сегодня я где взял? Где он? Ну вот, например, Коля копье, видите? То есть дальше какой процесс будет? Вы создали, так скажем, идеального воина, вот у него будет 5 талантов. Потом вот эти все таланты можно перекинуть другому воину за один раз. То есть вот она сейчас выучит вот этот талант, у нее будет 5 хороших талантов. И я потом прокачаю ее до 50 уровня. Сейчас тоже скажу как. И вот эти все таланты за один раз сразу перекину вот этому парню. Поле копье, видите? И он вот эти 5 талантов сюда получит. То есть у него будет уже 6 талантов. Поэтому я ей 6-й талант пока учить не буду, чтобы размножить вот эти таланты. Там вот этому, потом еще одного найму, ему тоже перекину. Вот. Который, где я сегодня взял? Вот этого Роман 3 взял. То есть я вот эти сразу, ну, у нее уже есть вот это сияние. Поэтому 4 таланта сразу перекинется Роману 3. Представляете как? За один раз это все можно сделать. Так вот. Вот так вот это работает. Дальше, когда получили 5 талантов, можно его прокачивать. Важный момент, не прокачивайте его, не поднимайте уровень раньше, пока вы не получите 5 талантов. Почему? Потому что он во время прокачки будет получать свои таланты, которые, вы не хотели, чтобы они у него были. Сейчас покажу. То есть он на 10 уровне получит, на 20. А вы их забыть не сможете. То есть пилюлька вот эта вот работает только на таланте, который вы изучили на тренировочной площадке. Если она этот талант, воин, талант этот получит, сам, то есть будет поднимать уровень, не получит, вы этот талант не скинете. Эта пилюлька скидывает только талант, который вы обучили вот на этой площадке. Вот в чем дело. Вот вы смотрите, да, на Катерину? Здесь будет не видно. Это, наверное, видно на... возьмем, где тут есть маленького уровня у меня.
Который уж еще не знаю, не прокачан. Нет, как вам показать-то? Вот, ну да, ну нет, на него уже тоже накинуто. Короче, у него будет показано на 10 уровне, на 20, на 30, на 40 таланты, которые он будет получать. Поэтому сперва нужно, ну, накинуть ему все таланты, чтобы он, когда поднимал уровень, не получал, ну-ка вот на этом посмотрим, Коли копье. Вот на нем видно, смотрите, видите, он на 20 уровне получит талант заживления ран, на 30-м бой до смерти. Вам эти таланты нафиг не нужны. Если вы его начнете прокачивать, он их получит, и вы их уже не скинете, пилюлька на них не сработает. Поэтому сперва закидываете ему 5 талантов, 6 не надо, 5 закидывать, а потом начинаете его прокачивать. Как прокачивать, я уже говорил, ставите его на крафт. Там вот, ну то, что вам надо. Вот, например, там известь нужна, на известь я ставлю, потом удобрения нужно делать, ставите на удобрение. Слитки все время нужно крафтить, железные, стальные, ставите его на слитки. Еду готовить тоже ставите. Нужна для броньки там ткань, вот эта тонкая ткань. Для тонкой ткани нужна пряжа, ставите вот сюда крафтить. Короче, ставите его на крафт. Также ресурсы, сбор ресурсов, там, не знаю, дерево собирать, там, камень, руду, прочее. Ставите его на сбор ресурсов. И достаточно быстро он прокачается до 50 уровня. И сможет уже сам тренировать. Ой. Что я сделал? Что? Вот, то есть, когда до 50 он докачается таким вот образом, он сам станет наставником и уже будет передавать те таланты, которые у него есть, другим воинам. Ну вот, думаю, это понятно. Теперь еще один третий момент. Третий момент касается улучшения навыков. Ну вот сейчас давайте проведем тоже эксперимент. Например, мы возьмем Романа. Да, третья строчка. Улучшение боевых навыков. Если вы взяли воина, так, например, вот у меня Роман, у него что со щитом? У него щит 104. Я хочу поднять ему щит повыше. Вот я его сюда выбрал. У него, видите, лимит щита 104. А я, например, хочу повыше поднять, 120. Это касается и других оружий. Вот, например, копье тоже, видите, у него 112. А зачем я его вообще брал? Он красный, вот. И я люблю драться с копьем и с парными клинками, поэтому мне нужно поднять копье, ну, желательно до 120, щит до 120, парные клинки до 120. Ну вот, например, копье до 120 я ему хочу поднять. Мы выбираем его и выбираем в качестве наставника воина, у которого копье 120 и выше. Давайте посмотрим, у кого копье. Есть прокачанное? Во, у мамбы копье 121. Не знаю, выше есть у кого или нет. Ну, 121 не хватит. Вот. И здесь показано улучшаемые боевые навыки. Копье, двуручный меч не нужен, молот тоже ему не нужен, мне нужен только копье. Таким образом вы поднимаете ему вот этот вот максимальный скилл, максимальный боевой навык. Поэтому не страшно, если вы взяли болванку и у нее тут, ну, там, скажем, маленький уровень, да, какой-нибудь там 92, 91. Не расстраивайтесь, потому что с помощью тренировочной платформы можно этот лимит поднять. И вот я вам сейчас это демонстрирую, как это делается. Выбираете наставника, у которого нужный вам навык побольше. Вот он, 121 у мамбы. Кстати, у нее есть еще и мастерство золотое. Посмотрим, перекинется оно или нет. Дальше, здесь выбираем копье. Так, это сюда, вот копье. Так, это я убираю вот копье, чтобы дрался. Железо. Здесь тоже железо. Это вот сюда. И таким вот образом поднимется лимит его навыка. Ну, копье в данном случае у меня. Так, все выбрал. Начать обучение. Добавлено. Вот 3 пункта,
какими вы формируете своего идеального воина. Первый пункт — это таланты, накидываете ему нужные таланты. Второй пункт — это улучшаете таланты, то есть он всегда изучает талант, становится первого уровня. Потом тот же наставник учит второму. Самое сложное — это именно научение, получение нужного таланта, потому что, повторюсь, не с первого раза и даже не со второго, а может и не с третьего и не с четвертого у вас это получится. Повторюсь, у меня Катерина уже 6 дней выучила только 5 талантов, потому что не с первого раза учится нужный вам талант. Вот в чем дело. Так, смотрим. Время. 15 минут. Вот через 15 минут копье у Романа будет 121. Так. Ну, что еще? Кто у меня еще не учится? Так, вот Роман 3. Слияние ума и сердца. Да, ну, стандартно ему нужен вот этот вот. Стойкое исцеление. Это мне нужен турка. Турка, наверное, сейчас уже занят, да? Так, и волкодав нужен. А волкодав свободен. Ну вот мы сейчас обучим тогда этому. Сейчас посмотрю турка. А турка занят. Ну вот волкодав свободен. Мы обучим вот это. Получаем урон минус 9%. Роман 3. Здесь ставим волкодава. Вот видите, сколько тут у него? Раз, два, три, четыре, пять, 6 талантов. Это получается, а нужно я хочу один. Вот этот вот. Это получается. Ну и бинтики ему, кстати, нужны. Получается, видите, какой шанс? 1 из 6, что он получит. Но здесь у волкодав его уже Аня тренировала, поэтому у него таланты те, которые нужны. Вот этот талант нужный. Вот этот талант нужный, видите, атака. Бинтики тоже нужны. Но единственное, вот этот не нужный. Жажда крови нужный. Здоровье восстанавливает. И здесь тоже повышается атака, тоже нужный. Так что у меня здесь даже уже шанс будет не 1 к 6, а меньше, потому что мне вот этот нужен. Скорость мне не нужна. И вот этот нужен. То есть мне от волкодава я вот этот возьму и вот этот возьму. Так. Но ставьте 1, потому что если выучит, если вы поставите, скажем, он, видите, можно сразу 5 талантов воткнуть, и он все 5 талантов выучит. Почему 5? Потому что у Романа уже 1 есть изучен. Вот. Это уже перекидывание талантов. А когда вы учите, ну, у него только 1 нужный, ставьте по 1. Так, ну, здесь пусть все будет. Так, все, вот нужный мне талант. Вот этот вот, или бинтики тоже мне нужны, или этот. Все, поставил. Единичку не забываем здесь и запускаем. И запускаем. Так, и, ну, а на манекенах они прокачивают свои навыки. Ну, это, думаю, вы знаете. Это уже, думаю, всем известно. Так, Коля копье свободный, эти учатся. Коля кнут, перерыв в работе. Ну вот у него уже, видите, все повышено. Единственное, у него копье 26 из 115, хотя ему он нафиг не нужен, он кнутом будет драться. А вот у него кнут 63 из 123. То есть мне нужно ему дать кнут и поставить на манекен. Так, Коля кнут куда-нибудь закреплен. Но вот здесь не закреплен, поэтому мы здесь ставим Коля кнут. Чтобы он прокачивал Коля кнут в бою. А, ну сейчас я ему дам. Ему надо дать кнут. У него все поломано. Хотя ему можно и не железный давать. Ему можно давать и... Точно, что я ему буду железный давать? Тут индигу наделал уже этих дешевых. Где уже нет?
Из костей. Есть дешевые кнуты? Ну, это из лозы вообще уж фигня. Бронзовый, что ли, тебе дать? Ладно, наш железный и бронзовый. Так. Даем ему кнуты. Пусть идет, качается. Это на ремонт. Ну, это, я думаю, вы знаете. На манекенах идет прокачка. А, он сам уже пошел драться, видите, у него. Ну как, он почему-то сюда встал. Тут, наверное, у него уже он уже поставлен. Да, он уже поставлен, вот, все, видите. И он будет поднимать свой навык. Так, ну, ребятки, вот так вот это работает. И еще один момент. Не забывайте, после того, как вы потренировали воина, вот, например, Коля копье, иди сюда. После того, как вы получили навык один у этого воина, ну и улучшили его, не забывайте делать следующее. Вы в него вселяетесь и сохраняете его. На всякий случай, вдруг что-то пойдет не так. Вдруг там, я не знаю, ну, убьют его, или вдруг он, ну, каким-то там, может, вы тоже с напарником играете, и вдруг этот напарник там поставит его левеливаться или какой-нибудь верстак, а вы на следующий день зайдете, а он уже левел, ну, по уровень поднят у него, и таланты ненужные получены, то есть можно, ну, запороться может. Поэтому не забывайте после каждого полученного таланта его сохранять. Идете вот сюда и сохраняете. Так, вот видите, в списке Коли нет. Надо мне всех своих воинов сюда сохранить. Нажимаете просто Е. Оп, и вот он появляется. То есть если вдруг что-то пойдет не так, он получит ненужные таланты, вы его просто грохнете, ну, пойдете, мобы его убьют, и вы его здесь возродите, вот уже, ну, так, как он был тут сохранен. Вот это не забывайте делать. Вот я подзабыл, видите, у меня здесь нету, надо всех своих романов сюда сохранить потом. А, Катерина вот сохранена. Сегодня вот я Романа 3-го нанял, все тоже сюда надо сохранить. Вот это не забывайте делать, потому что, ну, всякое может случиться. Может воин умереть, может талант ненужный получить, и вы забудете пилюльку дать, поставите ему. То есть на всякий случай сохраняйте. Если, говорю, что-то пойдет не так, вы сможете его грохнуть и здесь возродить, ну, в том состоянии, в котором вы его сохранили. Это важно, потому что, ну, в любой момент можно запороться. Что-то пойдет не так, вот, не знаю, нападут на вас, его грохнут. Он же слабый, не прокачанный. Так, давай, у тебя все поломано. Так, ну вот, собственно, пожалуй, наверное, ребятки, и все. Вот так вот в этой игре создается идеальный воин. Процесс, повторюсь, долгий. Ну, может затянуться, смотря сколько вы играете. Ну вот у меня, видите, эта Катерина, она училась 6 дней. Сегодня вот получает последний талант. 5-й. Раз, два, три, 4. Да, 5-й талант она сейчас улучшает, и все. Она будет почти готова. Я уже ставлю ее на слитки, там, на плавку слитков. И в течение там суток, меньше даже, она поднимается до 50 уровня и становится наставником. У нее те таланты, которые я хотел, которые я и сам формировал на протяжении недели, у нее эти таланты есть. И потом уже... Да, кстати, тех воинов, наставников, которые вы взяли, вы их талант перекинули, а потом вы можете их выкидывать. Вот, например, турка, я его брал только вот из-за этого стойкого исцеления и идеальное поглощение. После того, как это я все перекинул своим воинам и докачаются они до 50-го, их можно выкидывать. То есть, ну, они не нужны. Таких много. Вот у нас взяты. Там, например,
Гай. Вот, например, Гай был взят только из-за вот этих вот поглощения крови и мощной атаки. Варвар был взят, ну, у него тут уже... Нет, у него тут хорошие. Ну, то есть некоторые были взяты только вот из-за одного таланта. Мы их сразу выкидываем. То есть обучили и выкинули сразу. Вот так. Чтобы место не занимали, потому что можно иметь только 18 воинов. Все, что я сказал нынче, касается и ремесленников. Таланты. Ремесленные навыки нельзя улучшать, а вот таланты ремесленные также можно перекидывать. Ну, я думаю, давайте возьмем, попробуем что-нибудь. Я не пробовал, но думаю, что это тоже так же работает. Так, и возьмем какого-нибудь ремесленника. Хороший слух. Оказывается, видите, нельзя. У него же таланты. Вот они, ремесленные. У него нету третьего. Медленный метаболизм. Ну, с ремесленными я, честно, не экспериментировал. Возьмем броник. Да, видите, таланты вообще никакие он не учит. То есть я так подозреваю, невозможно изучить. Племя или класс ученика не подходит. Вот. Понятно, я же беру воинов. То есть у меня это воины, а ремесленников, то есть чтобы ремесленные таланты, нужно нанимать ремесленников. У меня же они воины, а не ремесленники. Я не знаю, у меня низкого уровня есть ремесленники, нет? Ну вот, например, Наташа Ткачиха, она ремесленник. И Броник ремесленник. Короче, ремесленники учат ремесленников, а воины учат воинов. Не пробовал, не экспериментировал с талантами. Невозможно изучить племя или класс ученика не подходит. Ну, видео называется по поводу воинов, а насчет ремесленников это у меня Индиго занимается, ну вот она знает. То есть, что с ремесленными. То есть, это нужно нанимать, видите, племя или класс. Другое должно быть племя, не знаю, новичок, работник, племя Дикого Рога. Наверное, может, племя не подходит. Вот, я все-таки больше по воинам, а по ремесленникам это Индиго, ее сейчас нет. Поэтому по поводу ремесленных талантов ничего сказать не могу. Вот насчет талантов воинов я вот делаю. Когда будет готов идеальный воин, вы его уже можете, так скажем, размножать, то есть его таланты переносить на другие болванки. Можете сделать глубокое сканирование и перенести вот эти таланты на своего основного персонажа. Ну, можете брать его в качестве воина. Можете вселяться в него, играть за него. Вот. Масса возможностей. Ну, собственно, наверное, на этом все, ребятки. Что хотел, сказал. Так, сколько у нас здесь? Хотел показать вам. Здесь у нас изучение талантов 18 минут. Вот, улучшение боевых навыков. Я вам хотел показать. Роман сейчас выучит. Через 2 минуты. Копье. 112. Должно стать 121. Через 2 минуты. Ну, давайте дождемся. Да, забыл сказать еще, кстати, когда завершается процесс, в правом верхнем углу выходит сообщение. Я вот сейчас включил запись, но уже опоздал. Здесь не получится дождаться, потому что снова пошло 15 минут. Это он за 15 минут повышает на 1 единицу. Вот было 12 у Романа, да, я когда смотрел. Стало 13. То есть 15 минут, потом будет 14. Еще 15 минут, 15. То есть это долгий процесс. Так, а вот здесь вот уже закончилось. Здесь, по-моему, улучшение таланта. Журнал обучения можно посмотреть, что происходило. Изучение таланта. Турка учил у нас Романа 2. И он выучил исцеление 1. По-моему, то, что надо, да? Ну-ка, еще разок.
Романа 2 мы учили. Посмотрим. Романа 2 учили, да, и турка выучил как раз, видите, то, что нужно. Повезло, потому что турка его мог обучить вот этой вот костоломной ране, мог обучить урон из лука, там без пощады, идеальное поглощение мог обучить его, а он обучил вот этому, то есть, ну, повезло. То есть то, что я хотел, то он и выучил. Теперь дальше, видите, единичка стала. Теперь нужно улучшить до тройки, поэтому опять-таки я сюда подхожу. Выбираю здесь этого Романа 2, здесь выбираю турку. Сделаю улучшить талант. Вот. Кстати, есть автоподвор. Ну-ка, Маша Охранник. У нее тоже это есть. Но Маша Охранник у меня боевой, она сражается. Так, вот берем турку. Вот, видите, улучшаемый талант. Вот такой. Не может это, потому что у него этого нету. Так, ну и все то же самое. Да, еще забыл об одной вещи сказать, сейчас я вам об этом скажу. Вот этот талант он пусть улучшает. Начать. Большая проблема еще в плане создания идеального воина — поиск наставника, поиск воина с нужным вам талантом. Например, есть некоторые таланты, которые за неделю поисков мы с Индиго не нашли. Ну, просто не попадались такие воины. Я сейчас, наверное, не вспомню, как они называются. Там таланты были связаны с выносливостью. Я хотел еще 2 таланта. Первый талант восстанавливает выносливость после кувырка. Вот такой талант я хотел попробовать. И еще там какой-то был талант. Но там еще несколько было талантов, которые мы просто не нашли. Значит, за неделю, каждый день играем, за неделю мы не нашли. Искали вот здесь и вот здесь. Если вдруг, ну, вы ищете талант и не находите, что делать? Мобов тут много, значит, их нужно убить, мобов. То есть, если вы не убьете мобов, то вот те, которые ходили, они с теми же талантами, вы на следующий день придете, и они с теми же талантами будут ходить. Поэтому нужно вырезать, полностью вырезать мобов, а тут их много. Тут, ну, наверное, больше сотни точно ходит. То есть их нужно полностью убить. Но я в Дискорде прочитал, они возродятся в тот день с теми же талантами. А у них обновятся таланты в 12 часов ночи. Но их нужно убить по-любому. Вот, я не знаю, я это не проверял, просто в Дискорде общался с игроками. Они писали так, что для того, чтобы поменялись таланты, во-первых, нужно полностью их вырезать, а во-вторых, на следующий день прийти. И у них поменяются таланты. Вот. Ну и тут уже как вам повезет. Найдете вы наставника с нужным вам талантом или нет. Повторюсь, больше половины с нужными талантами мы нашли, а вот несколько талантов, которые мы хотели, тоже я искал, мы их просто не встретили. Ну, пересмотрели несколько сотен воинов, у них этих талантов не было. Вот здесь его здесь смотрели. Так что тут уже как повезет. Поиск наставника, кстати, процесс тоже. Вот 3 долгих процесса. Это поиск нужной болванки. Вот сегодня мне повезло, на ваших глазах вы видели, да? Это вот я взял Романа 3, у него талант первый, нужный мне. Второй сложность — это поиск наставника, тоже как повезет, процесс долгий. Ну и третий пункт — это получение нужного таланта во время процесса тренировки. Вот это вот все и затягивает процесс создания идеального воина, который может затянуться, повторюсь, вот на несколько даже недель. Ну, смотря сколько вы играете. Ну, что же, ребятки, в принципе, все, что я хотел, я рассказал. Надеюсь, я ничего не забыл. Если что-то забыл, пишите в комментариях, отвечу. Может быть, что-то и упустил. Но этим следует заняться, потому что это значительно упростит вам прохождение этой игры. Нужные таланты и нужные навыки очень существенно влияют на игровой процесс. Потому что, ну, в качестве примера могу привести, мы ходили с Индиго, ну, нашими основными персонажами и брали воинов с рандомными талантами.
в стальных доспехах с остальным оружием мы не могли убить пса Анубиса 40 уровня. Возились, не смогли. И в тот же день в Дискорде мне игрок отправил видеоролик, я посмотрел, он в одиночку, в стальных доспехах не улучшенных, у нас-то они все улучшены, ну, проапгрейжены, видите, там защита, снижение там урона, вот это вот все. А у него вообще они не апгрейжены. И в одиночку убивал пса Анубиса. Только потому, что у него были нужные таланты. Там были таланты на самолечение, таланты на защиту, таланты на антистан. Стальное тело, вот талант, который мы не нашли еще. 3-го уровня. Стальное тело. Когда выносливость выше 50%, у вас иммунитет к оглушению. Вот, вспомнил. Вот этот талант, 3 мы не нашли. Тоже. Поэтому, если у вас нужные вам таланты, это сильно облегчает процесс игры. Вот буквально вчера мы ходили в подземелье, которое мы, помню, не смогли пройти. А сейчас мы его смогли пройти, потому что я от Мамбы-Юмбы, ну вот, взял себе таланты. И вот это вот мастерство, вот это вот копье, да, вот этот навык и вот этот навык. Вот этими навыками убили босса, ну просто, ну, достаточно быстро и просто. Вот, смотрите, бам-бам-бам, вот так вот. И по мне во время этого урон вообще не проходил. Вот этим я пользовался. По массовым мобам вот этим пользовался. Бам, и видите, у меня супер броня. 20 секунд, и по мне урон не проходит. А я просто вот так вот бью. Всего лишь, казалось бы, да, 2 умения. Вот. А они очень сильно помогли нам пройти подземелье. Очень сильно помогли. И это только лишь умения, повторюсь. И таланты. Ну, таланты здесь рандомные, таланты плохие. А если бы еще были таланты там на самолечение, на усиление атаки, на улучшение защиты, вот это вот все, это еще бы сильнее улучшило. Поэтому вот такая вот разница, что мы вчетвером не смогли убить пса Анубиса, а игрок в одиночку в той же броне с тем же оружием убил пса Анубиса. Именно потому, что у него были нужные таланты. Поэтому этим нужно заняться. Создать идеального воина и перенести его таланты, навыки на своего основного персонажа. Вам будет проще играть. В разы проще. Так что оно того стоит. Овчинка выделки стоит. Следует этим заняться. Все, ребятки, благодарю за внимание. С вами был Роман. Не пропускайте наших с Индиго приключений. Еще месяц как минимум мы будем играть в эту игру Soul Mask. Так что смотрите наше видео. Благодарю за внимание и всем пока. До новых встреч. Увидимся.